Если вы фанат эпохи динозавров и думаете, что мегалодона больше не встретите, то вы ошибаетесь. На нашей планете есть кровожадные хищники, которые не уступают ему по размерам и авторитету. И как вы поняли, речь пойдет про акул. Среди всех морских обитателей акулы занимают особое место. Ужасающие и завораживающие, они стали объектом многих легенд и мифов, но что из этого правда, а что вымысел? В этом видео мы погрузимся в мир акул, известных как акулы-убийцы. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, каково на самом деле быть акулой, почему их ненавидят, какие акулы оглушают добычу перед съедением, топ самых больших акул мира и самые страшные нападения акул. Погружение в историю акул. И отмотав историю на несколько лет назад, давайте обратим внимание на одного из самых известных предков современных акул – мегалодона. Этот гигант жил примерно от 20 до 3 миллиона лет назад и считается одним из крупнейших хищников в истории Земли. Мог достигать длины до 18 метров, длиннее большого автобуса и весил до 60 тонн. Его челюсть насчитывала 276 зубов, каждый из которых был длиной до 15 сантиметров. Это длина кисти руки взрослого человека. Мегалодон был настоящим хищником, и его рацион, вероятно, включал крупных морских млекопитающих, таких как тюлени, дельфины и даже другие акулы. Его отличительные черты и способ охоты делали его одним из самых успешных хищников своего времени. Согласно гипотезам, вымирание мегалодона могло быть связано с несколькими факторами: глобальными изменениями в климате, снижением температуры океанов и изменением экосистем. С уменьшением популяции его привычной добычи мегалодон столкнулся с конкурентами, такими как акулы белые и другие крупные хищники, что могло привести к его вымиранию. Несмотря на то, что мегалодон вымер, его влияние на современных акул невозможно переоценить. Научные исследования показывают, что современные акулы, такие как белая акула, могут быть потомками мегалодона и других доисторических акул. Эта связь помогает ученым понять, как акулы адаптировались и эволюционировали с течением времени. Мегалодон оставил за собой шлейф мифов, ведь с его исчезновением возникли легенды о гигантских акулах, все еще скрывающихся в океанских глубинах. Разнообразие акул. В мире насчитывается свыше 1500 разнообразных видов акул, отличающихся по величине и поведению. От крохотных глубоководных представителей размером всего лишь 17 сантиметров, до величественных китовых акул, чья длина превышает 20 метров. Эти морские обитатели населяют различные акватории, от поверхностных слоев океанов до глубин более чем в 2000 метров. Большинство видов акул проявляют предпочтение к соленой воде, но существуют исключения, способные выживать в пресных водах. В пищевой цепи океанов акулы играют ключевую роль, в основном выступая как хищники. Тем не менее, встречаются и уникальные виды – китовые, гигантские и большие акулы, которые питаются планктоном, кальмарами и мелкой рыбой, используя свои жабры для фильтрации пищи из воды. Это многообразие адаптаций обеспечивает акулам широкий спектр экологических ниш, что служит одним из главных факторов их неоспоримого успеха в морских экосистемах. Гренландская акула. Из всего многообразия акул можно выделить гренландскую полярную акулу. Она действительно является выдающимся примером, и вот несколько ключевых аспектов, подчеркивающих ее уникальность. Долголетие. Гренландская акула считается одним из самых долгоживущих позвоночных животных на Земле. Средняя продолжительность жизни этих акул составляет около 250 лет, и в редких случаях они могут доживать до 500 лет, что делает их настоящими рекордсменами среди рыб. Медленный рост и размножение. Самки гренландских акул достигают половой зрелости только после того, как вырастают до 4 метров, что занимает примерно 150 лет. Такой долгий период взросления требует особых условий для размножения и выживания. Среда обитания. Эти акулы предпочитают холодные воды Арктики и северной части Атлантического океана, обитая на глубинах более 2000 метров. Эти глубокие, холодные воды делают их менее доступными для изучения, что затрудняет получение полной информации о их поведении и размножении. Низкая скорость. Гренландская акула плавает очень медленно, развивая скорость всего 3 км в час. Такая медлительность может быть результатом адаптации к донному образу жизни и холодным условиям их обитания. Философия долголетия. Образ жизни гренландской акулы может служить вдохновением для людей. Учитывая их долгий путь взросления и долговечность, мы можем извлечь урок о важности замедления темпа жизни, ценности каждого момента и стремлении к долгосрочному здоровью и благополучию. Отталкиваясь от образа жизни гренландской акулы, можно сделать вывод: надо замедлиться, закаляться и не спешить с взрослением, тогда можно догнать ее по продолжительности жизни. Так что пробуем, ребята, вдруг кому-то повезет. Китовая акула. На долгожителя посмотрели.
Теперь мы приступаем к нашему рейтингу самых крупных акул в мире. И здесь на первом месте находится китовая акула. Она является самой большой рыбой на нашей планете. Долгое время китовая акула оставалась незаметной для научного сообщества и была впервые описана в 1828 году. Длина этих гигантов может достигать рекордных 20 метров, а их вес составляет более 30 тонн. Несмотря на внушительные размеры, китовые акулы абсолютно безвредны для человека, так как питаются преимущественно мелким планктоном, фильтруя его из воды. Эти акулы встречаются в теплых водах тропиков и ежегодно совершают продолжительные миграции. К сожалению, китовые акулы находятся под угрозой исчезновения, поэтому занесены в Красную книгу. Гигантская акула. Несмотря на свое название, гигантская акула не является самой крупной. Она занимает второе место в мире. Средняя длина этих акул составляет от 6 до 8 метров, а вес достигает около 5 тонн. Максимально зарегистрированные размеры этой рыбы составляют 12 метров в длину и более 9 тонн в весе. Гигантские акулы обитают как в прохладных, так и в теплых умеренных водах всех океанов. Они плавают со скоростью примерно 3,5 км в час и питаются планктоном, не впитывая воду, а просто двигаясь с открытой пастью и фильтруя пищу через жабры. Таким образом, гигантская акула способна фильтровать до 2000 тонн воды в час. Она не представляет угрозы для людей. Ранее эти акулы были ценным объектом промысла, и избыточный улов привел к значительному снижению численности, что сделало их уязвимыми. Тигровая акула. Не стоит путать тигровую акулу с песчаной акулой, поскольку первая значительно больше и является более опасной. Тигровую акулу также называют леопардовой. Такие хищники могут достигать длины более 7 метров, но чаще встречаются особи длиной 3-4 метра. Их вес может достигать 700 килограммов, а скорость до 32 километров в час. Зубы тигровой акулы острые и крепкие, что позволяет им прокусить панцирь морской черепахи. Эти акулы охотятся в одиночку преимущественно ночью и имеют разнообразный рацион, включая крабов, лангустов, кальмаров, скатов и даже дельфинов. Они являются всеядными хищниками. Обитают тигровые акулы в теплых тропических водах по всему миру, а чаще всего встречаются около островов в центральной части Тихого океана. Размножение происходит живорождением, при этом в одном помете может появиться до 80 новорожденных. Эти акулы представляют опасность для человека и являются объектом целевого промысла, так как их плавники, шкура и печень имеют высокую рыночную стоимость. Большая белая акула. Большая белая акула часто становится главным персонажем фильмов ужасов, и на это действительно есть веские основания. В реальной жизни эти хищники представляют значительную опасность, включая угрозу для человека. Именно белой акуле приписывается наибольшее число нападений на людей, что и сделало ее известной как акула-людоед. Однако в своем естественном поведении они предпочитают питаться дельфинами, тюленями, морскими львами, морскими черепахами и птицами. Большие белые акулы могут жить более 70 лет, а их обтекаемое тело позволяет развивать скорость до 70 км в час. Средняя длина этих акул достигает 7 метров, в то время как вес варьируется от 600 до 1100 килограммов. Они обитают как в открытом океане, так и в прибрежных водах континентального и островного шельфа, что делает их распространенными в различных морских экосистемах по всему миру. Интересно, что именно этот вид стал вдохновением для создания свирепого человечества в фильме Стивена Спилберга «Челюсти», хотя в действительности люди не входят в их основной рацион. К сожалению, этот вид находится на грани исчезновения. Всего на планете осталось около 3500 особей. Пелагическая большеротая акула. Большеротая акула была впервые замечена в 1976 году и представляет собой глубоководную рыбу, которая крайне редко попадает в поле зрения людей. Самая крупная из зарегистрированных особей достигала 7 метров в длину, однако в среднем размер этих акул колеблется от 4 до 5,5 метров, а максимальный вес может достигать 1215 килограммов. Они обитают в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Эти акулы отличаются медлительностью. Их максимальная скорость не превышает 2 км в час. Для питания планктоном, медузами, креветками и веслоногими ракообразными они плавают с открытой пастью среди больших скоплений пищи, периодически захлопывая челюсти, чтобы уплотнить корм перед проглатыванием. По состоянию на август 2015 года было зафиксировано всего 102 особи, и лишь небольшая часть из них была научно исследована, что делает их изучение сложным и актуальным вопросом для ученых. Лисья акула.
Обыкновенные морские лисицы, крупнейший вид хрящевых рыб рода лисьих акул, длина которых может достигать 7 метров, а вес не менее 500 килограммов. Эти рыбы обитают в умеренных и тропических водах по всему миру. Лисья акула является всеядной и интересна своим поведением. Обыкновенные морские лисицы – крупнейший вид хрящевых рыб рода лисьих акул, длина которых может достигать 7 метров, а вес не менее 500 килограммов. Эти рыбы обитают в умеренных и тропических водах по всему миру. Лисья акула является всеядной и интересна своим поведением. Одной из отличительных черт этого вида является очень длинная верхняя лопасть хвостового плавника. Англоязычное название этих акул, переводимое как акула-молотилка, связано с их уникальным способом охоты. Они используют свой длинный хвостовой плавник как хлыст, сбивая добычу в стаю и оглушая ее. Вдобавок к этому лисьи акулы способны прыгать выше, чем практически любой другой морской обитатель, что делает их одними из самых впечатляющих хищников в океане. Гигантская акула-молот. Акула-молот обитает в океанах Земли уже почти 20 миллионов лет. Уникальная форма ее головы, напоминающей молот, обеспечивает ей широкий 360-градусный обзор, что позволяет быстро обнаруживать добычу. Это делает акулу-молота эффективным хищником, который питается разнообразной пищей, включая крабов, омаров, осьминогов, костистых рыб и небольших акул. Наблюдения показывают, что они используют свою характерную голову для обездвиживания добычи. Средняя длина гигантской акулы-молота составляет около 3,5 метров, а масса может достигать 200 килограммов. Эти акулы обитают в теплых прибрежных водах и на краях континентальных плит. Размножение происходит живорождением, при этом самки приносят потомство каждые 2 года, и в помете может быть до 55 новорожденных. Хотя акулы-молоты являются потенциально опасными для человека, они редко нападают на людей. Из-за своей коммерческой ценности они становятся объектом целевого рыболовного промысла, что вызывает опасения по поводу их сохранения в природе. Причины нападения. Почему же акулы иногда атакуют человека при обилии пищи в их среде обитания? Рассмотрим основные причины этого явления и узнаем способы эффективной защиты. Исследования показывают, главное, что привлекает акул к нападению на людей – резкие движения паники или страха, которые они воспринимают как сигнал о возможной добыче. В местах обитания акул следует соблюдать несколько ключевых правил. Избегать активности возле рыбацких судов и лодок. Предпочтительнее не купаться в одиночку, особенно ночью. Не допускать наличия ран или ссадин на теле перед погружением. Акулы реагируют на запах крови и рыбных останков, скопления мелкой добычи, одиночных крупных животных. Также стоит отказаться от ярких купальных костюмов и блестящих аксессуаров, которые могут быть ошибочно приняты за чешую потенциальной жертвы. Если же нападение неизбежно, необходимо активно защищаться. Атакуйте акулу в чувствительные области тела, избегайте ударов руками и ногами, чтобы не поранить себя и не привлечь акул запахом крови. Лучше использовать подручные предметы для нанесения ударов, минимизируя риск травм как для человека, так и для акулы. Нападение. Самое страшное нападение акул в истории произошло летом 1945 года. После того, как крейсер «Индианаполис» был потоплен, он ушел на дно. Большинство членов экипажа смогли спастись с помощью спасательных шлюпок. 4 дня они провели в открытом океане без воды и еды. Однако самое ужасное еще ожидало их. Издание сообщает, что звук взрыва и волнение на поверхности привлекли акул. Сначала хищники сосредоточились на мертвых моряках, которые плавали в воде, но попытки выживших уплыть на лодках только усиливали вибрацию воды. На протяжении нескольких дней акулы кружили вокруг места крушения. В конечном итоге, по разным данным, от нападения этих хищников погибло от 60 до 80 моряков. Но не все акулы такие опасные. Я тут для вас подобрал 5 самых дружелюбных. Про китовую и гигантскую акулу вы слышали из топ самых больших, а вот про акулу-медсестру, акулу-гоблина и акулу-ангела я вам расскажу чуть подробнее. Акула-медсестра. Акула-медсестра – это медлительный донный хищник, который предпочитает проводить время на дне океана днем и становится более активной ночью. Эти акулы могут достигать длины около 10 футов, примерно 3 метра, и веса до 120 килограммов. В рацион акулы-медсестры входят омары, крабы, креветки и мелкая рыба, что делает ее важным элементом экосистемы. Акула-медсестра является любимицей дайверов благодаря своей спокойной и миролюбивой натуре. Часто ее можно увидеть, как она мирно плавает вокруг дайверов, не проявляя агрессии. Однако стоит учитывать, эти акулы могут защищаться, если их спровоцировать. Зафиксированы случаи, когда они кусали в целях самообороны. Несмотря на это, в целом акула-медсестра считается довольно безопасным для человека видом, что делает их притягательными для любителей
любителей подводного мира. Акула-гоблин. Акула домовой, или как ее еще называют акула-гоблин, существо, поражающее воображение своим внешним видом, но вопреки распространенным страхам совершенно безопасно для человека. Встречи с этим редким видом глубоководных акул крайне редки, что само по себе делает ее еще более загадочной и интересной для изучения. Ее легко узнать по необычной, сильно вытянутой и плоской морде, которая придает ей инопланетный облик. Эта выдающаяся особенность вкупе с неправильными, асимметричными и зазубренными челюстями делает акулу-гоблина одним из самых необычных представителей морской фауны. Взрослые особи этого вида могут достигать впечатляющих размеров. Их длина варьируется от 2 до 4 метров, а вес колеблется от 180 до 220 килограммов. Эти внушительные габариты, конечно, впечатляют, но не стоит забывать, что акула-гоблин обитает в глубоководной зоне океана на значительной глубине, недоступной для большинства людей. Ее среда обитания — это царство вечной темноты и огромного давления, где царит совсем иной мир. Акула-гоблин – хищник, предпочитающий охотиться из засады. Она терпеливо поджидает свою жертву, а затем молниеносно атакует. Основа ее рациона – мелкая рыба и ракообразные, вполне типичная диета для глубоководных хищников. Ее роль в экосистеме глубоководных районов океана еще недостаточно изучена, но, несомненно, она играет важную роль в поддержании биологического равновесия. Несмотря на свой устрашающий облик, акула-гоблин, по имеющимся данным, ведет себя пассивно и не проявляет агрессии по отношению к человеку. Ее поведение в естественной среде обитания в условиях полной темноты и огромного давления пока остается во многом неизученным. Исследователи прилагают значительные усилия для сбора информации об этом уникальном существе, используя современные технологии, позволяющие наблюдать за акулами-гоблинами в их естественной среде, без вмешательства в их жизнь. Завораживающий внешний вид и загадочный образ жизни акулы-гоблина делают ее объектом пристального внимания ученых, ихтиологов и всех любителей морской биологии. Акула-ангел. Акула-ангел, грациозное создание морских глубин, представляет собой сравнительно небольшую донную акулу, предпочитающую песчаное дно океана. Ее можно наблюдать, как она терпеливо затаивается, практически сливаясь с песком, ожидая подходящей добычи. Маскировка – ее основное оружие, позволяющее внезапно нападать на ничего не подозревающих жертв. Размеры этой акулы впечатляют не своими масштабами, а скорее изяществом форм. В среднем длина взрослой особи составляет около 2 метров, примерно 7 футов, а масса тела достигает 35 килограммов. Несмотря на внушительный для некоторых вид, акула-ангел не представляет серьезной опасности для человека. Ее зубы, хоть и острые, относительно небольшие, и сила укуса несопоставима с мощью более крупных хищников океана. Более того, акула-ангел славится своим мирным нравом. Она предпочитает избегать контактов и конфликтов с другими обитателями моря, а также с людьми. Нападение возможно только в крайних случаях, когда акула чувствует себя под угрозой, например, при попытке поймать ее или неосторожном приближении дайвера. Это делает ее безопасным объектом наблюдения для любителей подводного плавания. Однако, несмотря на свою миролюбивость, акула-ангел играет важную роль в поддержании баланса морской экосистемы. Она является эффективным регулятором численности популяций своей добычи, способствуя сохранению биологического разнообразия в своей среде обитания. Интерес к акуле-ангелу не ограничивается лишь научным сообществом. Ее необычный внешний вид, спокойный характер и загадочный образ жизни привлекают внимание дайверов со всего мира. Акулы в кино. Интерес к акулам значительно возрос благодаря фильму «Челюсти», который вышел в середине 80-х годов. Этот фильм не только стал источником новой фобии для нескольких поколений зрителей, но и послужил основой для формирования отдельного поджанра – фильмов об акулах-убийцах. Внедряя страх, сопоставимый с тем, который вызывают фантастические монстры и зачастую превосходя их в реалистичности, огромные хищные рыбы с тех пор стали привычным элементом в жанре хоррор. Для вас сделал подборку из 10 фильмов про акул с самым высоким рейтингом на Кинопоиске. И первое место занимает фильм «Серфер души», вышедший в 2011 с рейтингом 7,7. Второе место по праву достается «Челюсти» 1975 года с рейтингом 7,3. Третье место идет «Кон-Тики» 2012 года с рейтингом 7,3. Четвертым стоит «Водная жизнь» 2004 года с рейтингом 7,2. Пятое место «Глубокое синее море» 1999 года с рейтингом 7. Шестое «Отмель» 2016 год, рейтинг 6,3.
Седьмое достается продолжению «Челюсти 2», вышедшего спустя 3 года после первого в 1978 с рейтингом 6,2. Восьмое место «Открытое море», 2003 год, рейтинг 6,2. Девятое место продолжения предыдущего фильма «Открытое море. Новые жертвы», 2010 год, рейтинг 5,9. И завершает нашу десятку фильм «Цунами 3D» 2011 года с рейтингом 5,3. И это малая часть фильмов про акул. Я думаю, что этому виду можно смело давать Оскар. А вы что думаете? Интересных фактов. И в завершении познавательного и увлекательного видео об акулах я вам скажу 5 любопытных фактов о них. Электросенсорные органы. У акул есть специальные органы, называемые ампулами Лоренцини, которые помогают им обнаруживать электромагнитные поля, создаваемые живыми существами. Эти органы помогают акулам находить добычу, даже когда она прячется. Способность спать в движении. Некоторые виды акул могут спать, медленно передвигаясь с закрытыми глазами и полуотключенным мозгом. Это позволяет им продолжать получать кислород и быть внимательными к окружающей среде. Замена зубов. Зубы акул постоянно заменяются на протяжении всей жизни. Некоторые виды могут иметь до нескольких тысяч зубов, поскольку старые зубы вырастают и отпадают, чтобы освободить место для новых. Чувствительность к вибрациям. Акулы могут чувствовать самые слабые вибрации в воде благодаря своим латеральным линиям. Эта система помогает акулам ориентироваться в пространстве и находить пищу. Долгая история существования. Акулы существуют на Земле уже более 400 миллионов лет, что делает их одними из самых древних живых организмов на планете. Они пережили множество изменений на Земле и продолжают обитать в океанах. Эти факты не только познавательны, но и подчеркивают удивительное разнообразие и адаптивность акул, делая их важными обитателями морских экосистем. Заключение. Итак, что я могу вам сказать? Акулы-убийцы не всегда такие кровожадные, какими их показывают в кино и СМИ. Как мы увидели, среди них есть дружелюбные виды. Они являются ключевыми игроками в экосистемах океанов и на самом деле очень важны для здоровья наших морей. И помните, океан полон загадок, и акулы помогают нам раскрывать их каждую минуту. Спасибо, что были со мной в этом путешествии по миру акул. Надеюсь, что вы узнали что-то интересное. Оставайтесь со мной, делитесь и следите за выходом новых интересных выпусков. До новых встреч!